Видео о единственном немце, который служил в 1941 году в Кремле, рассказывают его прямые потомки. Видео о его жене Марте Ульбрихт можно посмотреть по ссылке. Это видео довольно непростое и может кому-то показаться достаточно тяжелым. В нашем канале есть другие видео и подкаст, который вы можете послушать по ссылке ниже в описании. Замечательный дедушка. Нигде не указано, но он был мобилизован и служил в элитных войсках, которые охраняли Кремль во время войны. Он был единственным немцем среди них, и по этому поводу даже дочь Сталина приходила из любопытства на него посмотреть. Он просил пустить его на фронт, но ему было отказано. Как мы видим, впоследствии его арестовали по фальшивому поводу и убрали подальше, а также стерли навсегда сведения о его службе. По словам бабушки Марты, он был освобожден в 1951 году. Элиас поменял свое имя с немецкого на русское и становится Николаем, чтобы у его детей было стандартное отчество и их не преследовали. Вайс Николай Адольфович. Родился 10.05.1921 года в Азовском районе Омской области. Проучился всего 2 класса. Был арестован 23.09.1942 года. Но 7.01.1943 года направлен в Актюблак НКВД. Осужден особым совещанием НКВД СССР 24.06.1943 года по статье 58/10, часть 2 УК, сроком на 10 лет. Строил среднеазиатскую железную дорогу, проживая в городе Джамбул, Джамбульской области. 29.06.1952 года освобожден досрочно из особого лагеря номер 4 МВД СССР. Убыл в ссылку на поселение в Кызыл-Орду. Освобожден из ссылки 06.05.1956 года, согласно приказу Генерального прокурора МВД и КГБ СССР от 19.03.1956 года. Определением Джамбульского областного суда от 27 июня 1957 года, решение от 24 июня 1943 года отменено, дело прекращено за недоказанностью обвинения. Отец Вайс Элиаса Николая Адольфовича, Вайс Адольф Христианович, родился в 1882 году в Волынской губернии, Житомирский уезд, село Михайловское. Малограмотный, крестьянин-единоличник, проживал в Западно-Сибирском крае, Шербакульского района, села Трубецкое. Арестован 28.02.1934 года вместе с братом Иоганном Христиановичем, малограмотным, работник Грузтранспорта, Омск, 1892 года рождения. Рожден там же, что и брат. Обвинены по статье 58.10 указом РСФСР. Осуждены 15.03.1934 года особой тройкой при полномочном представительстве Объединенного государственного политического управления по Запсибкраю на 5 лет исправительно-трудового лагеря. Реабилитированы 30 июня 1989 года прокуратурой Омской области на основаниях указа Президиума Верховного Совета Союза Советских Республик. Адольф Вайс умер 26.09.1941 года в селении исправительно-трудовой колонии номер 8 Омской области РСФСР. В документе написана причина смерти – рак желудка, что неправда. На самом деле Адольфа обвинили в спекуляции и забили до смерти в отделении милиции. Мать Элиаса, Лик Ида Юлисовна, умерла 20.04.1981 года в возрасте 84 года в селе Трубецком от сердечно-сосудистой недостаточности 3 степени. Место рождения неизвестно. У Вайса Адольфа Христиановича, кроме брата Вайса Иоганна Христиановича, был еще брат Вайс Христиан Христианович.
приговорен к 10 годам исправительно-трудового лагеря, умер в заключении, реабилитирован. Ивайс Фридрих Христианович, мобилизован в трудовую армию на 4 года. Племянник Вайса Азаф Христианович, мобилизован в трудармию, умер в заключении меньше, чем через 2 года. И двоюродные братья Вайс Александр Фридрихович, приговорен к 10 годам исправительно-трудового лагеря, реабилитирован. И Вайс Яков Фридрихович, осужден, дело прекращено по недостаточности собранных улик, реабилитирован. Теоретически братьями Вайс Адольфа также могут быть Вайс Эдуард Христианович, расстрелян, реабилитирован. Вайс Давид Христианович, мобилизован в трудармию. Вайс Рудольф Христианович, приговорен к 10 годам исправительно-трудового лагеря, реабилитирован. Возможно, братом матери Вайс Николая Адольфовича Лик Иды Юлисовны был Лик Людвиг Юлисович, расстрелян, реабилитирован. И, возможно, ее племянница Лик Мелита Людвиговна в 9 лет выслана как раскулаченная на спецпоселение. Напишите в комментариях историю семьи, чтобы мы знали, что вы досмотрели это видео до конца. Смотрите еще у нас видео о переезде и жизни в Германии.